Многие подписчики задают вопросы по поводу шпалеры, как я делаю, какой высоты, на какую высоту натягиваю проволоку. Про упоры, кстати, отдельные были вопросы. Ну, давайте так, все по порядку. Высота шпалер у меня примерно 2,20. Это высота вытянутой моей руки, чтобы мне было удобно работать. Кто ниже роста, можете делать пониже. Я делаю так. Значит, бетонирую примерно, крайне обязательно бетонирую, примерно 70 сантиметров бетонирую в землю. Нижняя проволока идет у меня в последнее время 50 сантиметров, потом следующая примерно 30 сантиметров и остальные по 40. Ну, там уже на финише, там, наверное, опять 50 получилось, чтобы сэкономить проволоку. Проволока любая, лучше либо оцинкованная 2-3 мм, либо тонисовская у меня есть такая очень хорошая. Для тониса, конечно, надо использовать вот такие коуши. Для натяжения обязательно талрепы, чтобы как струночка была. Но это и для оцинковки, и для любой, в принципе, проволоки, чтобы всегда проволока была хорошо натянута. Значит, вот эту я делал упоры, значит, горизонтальные. Это не дешевое удовольствие, но у меня здесь не было выхода, потому что у меня идет, если прямые, то я, в принципе, использую такие вот упоры. Сейчас покажу. Вот такой упор, это классика, он довольно надежный. Все то же самое, та же глубина, та же высота, но просто упор немножечко другой. Примерно он там под сколько там, под 45 градусов вниз уходит. Средние столбы я поначалу бетонировал, в последнее время я их не бетонирую. Я их буквально буром закапываю на метр, ну или 70 сантиметров. Можно перемычки наварить, чтобы более стойко было внизу. И в принципе это вот вполне хватает. Единственное, надо обработать каким-нибудь, ну какой-нибудь там смолой, что найдете, в общем, чтобы не ржавело. Или мастикой. Тут я с упорами экспериментировал, вон она у меня не наверху, а на предпоследней проволоке. Ну это так, эксперименты были. В принципе тоже стойко держится. Металл у меня здесь довольно тонкий. Ну, держится нормально. Тоже все в натяг. Вот здесь возле дома у меня тоже. Это мои первые экспериментальные. Тогда я сварочником не умел пользоваться. Вот чисто на болты все накрутил. И тоже довольно надежно все держится. Металл покупал не оцинковку, а обычную. Вот она у меня крашеная. И вот так оно не сводит. Очень надежно, кстати. Вот это, кстати, шпалера самая первая. Я уже там все методом тыка делал, проб и ошибок, конечно. Все, что можно было накосячить, в принципе, я здесь и накосячил. Во-первых, я делал приблизительно на один куст 2 метра. На самом деле шагами мерил, но намерил в итоге по 1,80 м получилось. В общем, пришлось потом немножко, ну, чувствую, не хватает. Пришлось понаваривать вот такие вот. В общем, немножко заколхозил, так сказать. Там больше, тут, точнее, там меньше, здесь немножко больше. Потому что с размером явно не угадал. Ну, вот так. Как получилось, так получилось. В принципе, более-менее. Потому что уже заново выкапывать бетон, опять бетонировать, желания вообще никакого не было. Вот у меня новая шпалера. Я ее вот только-только начал делать. Вот смотрите, она у меня еще на стадии работы. Вот еще не приварено ничего. Здесь металл пешка. В общем, все болгаркой спилил под углом. Вот здесь аккуратненько наварю. И вот такой упор. Значит, выкопал ямку, там сантиметров, не знаю, там 15 примерно. Плоская, чтобы была. Камнями уложил. Металл этот уперся в него. Потом я это все забетонирую. Будет такая лепешка, чтобы не проваливалась в землю. Ну, лепешку такую делать, чем шире, тем лучше, конечно. Чтобы сопротивляемость была понадежнее. Ну и с этой стороны то же самое.
Все уже подготовлено, осталось буквально приварить и залить. Вот здесь то же самое, только тут уже круглая труба. Ну тоже вот, в принципе, идеально должна лечь, по идее. Значит, это у меня между 3-й и 4-й проволокой я так делаю. Ну, этого достаточно, в принципе, она неплохо сопротивляется. Если эти упоры не делать, то, во-первых, труба сама по себе будет немножко изгибаться. Постоянно подкручивать талрэпы придется. Это, честно говоря, очень долго и муторно постоянно подкручивать. Поэтому лучше ставить упоры. Некоторые делают не упоры, а такие растяжки с якорением. Это лучше делать, если большая плантация, очень длинные ряды, тогда есть смысл так делать. И так делают. Ну вот, у Лёни пока я снимал видео, были на экскурсии, кстати, можете посмотреть. Ссылку оставлю здесь в описании. Ой, не в описании, здесь ссылочка будет. Посмотрите, у него очень грамотно сделаны растяжки эти. Поэтому посмотрите. Ну вот, это у меня заготовочка, которую, в принципе, сегодня я хочу допилить. Обязательно швы надо будет закрасить. Видите, если не закрашивать, они очень сильно ржавеют, если вы варите. Если болтами, то, в принципе, пофигу. Ну вот, в итоге такая вот получается конструкция. Заварено. Криво, конечно, я не сварщик. Как смог, так и сварил. Это как бы старую шпалеру я показываю. Вот оно так. И там плюшка эта. Я ее саженец просто садил и подзакопал. Потом надо будет освободить, чтобы все-таки на границе между земля и металл не ржавело. И там надо будет еще обработать мастикой вот эти места. А так, в принципе, вот примерно как-то так. Эти банки, склянки, это временная, конечно, мера. Это чтобы вода туда не попадала. Но лучше я потом, наверное, запеню и зашпаклюю, чтобы там просто дырок не было. Потому что, ну, какие-то или заглушки покупать. Ну, в общем, это уже кто как хочет. Все, народ, больше на вопросы ответил. В принципе, у меня похожее видео уже было на канале, но почему-то его никто найти не может. Ну, ладно, обновился немножко. Пускай будет свеженькое. Пишите, как вы делаете, какие у вас варианты, может быть что-то новенькое, чего я еще не знаю. Так что все, кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.